Привет, друзья! Итак, мы снова с вами вместе. И в этот раз мы поговорим с вами на такую тему, которую я бы назвал так: «Путь праведных». Что из себя представляет, по сути, путь праведных? Это, можно так охарактеризовать, три вещи, которые должны происходить в жизни человека, да? Вот, чтобы человек мог сказать, что он на пути праведных, да? То есть первое – это осознание, в каком направлении ты решил направить свою жизнь. Второе – переосмысление своих ценностей, да, переосмысление своей жизни. И третье – воплощение в жизнь, в реальную жизнь новых ценностей, новых решений, новых действий путем принятия решений с самим собой и путем, возможно, поддержки или помощи Божьей, то есть путем синергии. То есть когда не только ты своими силами, но ты вместе с Богом преодолеваешь то, чтобы достичь праведной жизни, изменения своего характера, изменения обстоятельств вокруг тебя, изменения отношения к людям. Вот. И перед тем, как мы начнем более глубоко изучать, так сказать, или пытаться поразмышлять на эту тему, я вам зачитаю псалтырь из Библии, первый псалом. Итак, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемые ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Итак, я хочу вам сказать, что эти слова, конечно же, нужно понимать адекватно, правильно. То есть человек не должен закрывать все замки и не выходить на улицу, чтобы не общаться с нечестивым миром, который погряз во грехах. Конечно же, мы должны правильно понимать, что есть... первый стих, да, который тут звучит. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. То есть как это вообще возможно? То есть куда бы ты ни пришел, пришел на работу, пришел на концерт, еще куда-то пришел, то есть тебя по-любому будут окружать люди, которые развращенные, которые имеют неправильное отношение к тем или иным ценностям. И так как имеют неправильное отношение к тем или иным ценностям, соответственно, их жизни, их поступки, они не соответствуют каким-то нормам морали, принципам праведности. Вот, то есть мы не можем, не знаю, полностью игнорировать этот мир, этих людей. И, собственно говоря, если мы стали христианами, то даже наоборот, мы те люди, которые должны протягивать руку помощи таким людям и вытаскивать этих людей из этого состояния. Вот. Поэтому это абсолютно нормально, что ты среди людей, но среди развращенного общества, среди людей с нехристианскими принципами, но ты должен принимать решение, что если ты хочешь быть христианином, вот, что твои принципы, твоя жизнь, твои устои, они для тебя четкие, они твердые, они формируют твое сознание, твой внутренний мир. Вот, и они создают определенные рамки, вот,
или забор вокруг тебя, который нерушимый, вот, и который позволяет тебе, находясь в этом грешном обществе, быть в своем мире, вот, то есть в своей территории, которая посвящена, собственно говоря, другим ценностям, божественным ценностям, христианским ценностям. Вот. То есть вот, собственно говоря, с чего начинается все. То есть принятие решения, что это будет в твоей жизни. Вот. И дальше, что происходит? Как говорит этот псалом, что размышляет о Слове Господнем день и ночь. Да? То есть вы должны понимать также эти слова. Еще 200 лет назад у большинства людей не было Библии, да? То есть не было печатных Библий, не было грамотности. Вот. Но как человек мог размышлять над законом Божьим? Дело в том, что закон Божий, он выше любой бумаги, да? То есть закон Божий приходит в сознание человека не через книги, а через единство с Богом. Как писал апостол Павел ученикам там, в одной из церквей, говорит, вы не имеете надобности, чтобы я вас учил, потому что сам Дух Святой учит вас. То есть, поэтому каждый человек, который общается с Богом, ему не обязательно, чтобы кто-то что-то говорил. Вот. Ему не обязательно, чтобы какой-то проповедник или пастырь указал ему на его ошибки. Ему не обязательно даже открывать Библию. Ему достаточно пообщаться с Богом и понять, что есть закон Божий. Вот. Так я помню, как-то общался с одним своим другом, который играл в очень известной языческой группе. И он мне начал рассказывать, почему он ушел. Вот. И причина меня действительно очень поразила. То есть человек, который, ну скажем, шел с группой с самого нуля, то есть и достигли определенных результатов, получили, так сказать, ну, записанные альбомы, количество поклонников по всему миру, и концерты, фанаты, в общем, все узнают, все хорошо. Вот. Но он вдруг ушел из группы. И как это произошло? Говорит, я вкладывал с самого начала себя в эту группу. Но в то же самое время я все это время себя считал христианином. Когда были какие-то праздники религиозные, я ходил в церковь. Вот. Когда мы ездили на гастроли, я старался держаться подальше от даже своих друзей, от группы, вот, чтобы не участвовать в этом, там, какие-то разборки, какие-то там девочки, там что-то еще. То есть я старался себя контролировать, вот, потому что я себя считал другим. Вот. И вот в какой-то момент, когда мне все нравилось, достигли результата, все нравится. Вот. Но в какой-то момент взял диск, открыл и начал читать тексты. И часть текстов была не просто о языческих богах, а была направлена конкретно против христианского учения, христианской религии, против Иисуса Христа. И вот этот мой товарищ, знакомый, которого никто не учил, которому никто не говорил, как надо жить, как надо поступать, вдруг у него происходит борьба. Я являюсь частью пропаганды, которая идет против христианских ценностей, христианской морали, христианского образа жизни и вообще, собственно говоря, самого Иисуса Христа. Вот. И у него началась вот эта борьба, вот, которая в конечном итоге привела его к чему? К
тому, что он принял решение уйти из этой группы. Вот. Итак, смотрите, человек не прочел этого в Библии, человек не услышал этого от каких-то проповедников, человек жил своей жизнью, как говорится, радовался жизни, вот, что-то соблюдал. Вот. И в какой-то момент, смотрите, то есть Бог открыл ему то, ну, что ему никто больше не открывал. Да? То есть, и ему пришлось сделать решение. Да? Вот, то есть выбрать, так сказать, между популярностью и Богом. Вот, между автографами после концерта и Богом. То есть, и он выбрал Бога. Вот, поэтому ушел из группы. Вот. То есть, смотрите, то есть закон Божий, он вне зависимости от того, напечатан он, можешь ли ты его прочитать, сказал ли тебе кто-то об этом законе. Закон Божий, он вне зависимости всего, он приходит непосредственно от осознания и от общения человека с Богом. Если человек общается с Богом, то человек знает закон Божий, человек знает, как правильно поступать. И дальше жизнь человека становится на вот этот вот принцип, когда, знаете, вот как неверующие люди, допустим, они постоянно в дисгармонии, да, в дисгармонии с самим собой, вот, в дисгармонии со своей душой, в дисгармонии со своим духом, то есть у них нету какого-то, ну, нету вот этой божественной гармонии, которая должна пребывать в человеке. Собственно говоря, каким Бог и создал человека, то есть полноценным, ощущение себя полноценным. Вот, то есть у человека нету этого осознания. Вот. Почему? Потому что человек постоянно, если приходят правильные мысли или приходят правильные ценности, человек борется, не хочет, так сказать, выглядеть дурачком, может быть, там среди таких же людей, у которых такие же неправильные ценности. Поэтому эти правильные ценности человек не принимает, не применяет в своей жизни, и поэтому постоянно чувствует самоосуждение, самообман. Вот, и когда видит, что у кого-то что-то получается, то еще и осуждение того человека, у которого что-то получается, изменить в правильном направлении свою жизнь. Вот. То есть и так человек живет в постоянной дисгармонии. Вот. Дисгармонии своего духа, своего осознания. Вот. И так человек постепенно и постоянно погружается в это состояние депрессии, замкнутости и, собственно говоря, мрака для человеческой души. Вот. То есть, и что есть закон Божий, вот, или что есть суд Божий. Суд Божий — это не то, что кто-то там сидит и разбирает твои дела. Суд Божий — это когда человек сам понимает, что он сам закопал свою жизнь, возможность жить в гармонии со Вселенной, с Богом, с духовным миром. Человек сам принял это решение и сам себя ввел в это состояние агонии души. Вот. И осознание этого всего как раз есть так называемый суд Божий. То есть, когда человек покидает свое тело, вот, никто там не сидит и не рассматривает твои дела. Нет, человек осознает каждую секунду, вот, когда он мог поступить правильно, когда он мог стать на правильный путь, когда он мог переосмыслить свои ценности и что-то изменить в своей жизни. Но этого не сделал. Вот, то есть, когда человек оказывается перед этой вечностью, когда человек оказывается перед этим божественным светом,
бесконечности, которое мы называем Богом, да? То есть, и это состояние, собственно говоря, и можно назвать судом Божьим. Вот. То есть, когда человек сам осознает, что он сам погубил свою жизнь. Вот. То есть, и дальше, конечно же, мы понимаем, что, собственно говоря, поэтому, как говорит данный псалом, что поэтому нечестивые не устоят на суде, и грешники в собрании праведных. Вот. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. То есть человек, стоящий на пути нечестивых, он погибнет не потому, что кто-то его накажет, а потому что однажды он сам осознает, как он постоянно, целенаправленно уничтожал себя, уничтожал свою жизнь, уничтожал свое сознание, уничтожал свои ценности, вот, правильные ценности. Как он сам себя вгонял в огненную пучину, как он сам себя вгонял в озеро огненное, как он сам себя вгонял в агонию души. Вот, то есть, вот, собственно говоря, и есть суд Божий. А путь праведных, о котором мы говорим и который должен быть в нашей жизни, это когда путем синергии, путем общения с Богом мы начинаем переосмысливать свою жизнь, свои ценности, вот, и начинаем что-то менять. Что-то должно происходить. Вот. Это не значит, что ты сразу же вообще полностью изменишься, да? Это путь, да? То есть сегодня ты можешь столько сделать благодаря вере в Бога, завтра чуть больше, послезавтра еще больше. Но если ты на этом пути, то твоя жизнь будет постоянно меняться, твое сознание будет меняться. Понимаешь? Вот. Поэтому, что тебе сказать? Друг мой, пусть в твоей жизни будут вот эти вот три вещи. Три вещи. Осознание того, в каком направлении ты собираешься идти. Второе – это принятие решений, да, что ты хочешь изменить. Вот. И дальше, чтобы праведная жизнь, праведные решения меняли твой характер, твое отношение к людям, твое действие в окружающем мире, твои ценности, да? И это будет благом для тебя. То есть и в таком случае ты будешь всегда чувствовать гармонию с собой, гармонию с Богом, гармонию с духовным миром. И ничто не поколеблет тебя, ничто не выбьет тебя из этой дисгармонии, потому что ты будешь в руках Бога. Друг мой, я тебя обнимаю и благословляю. Пребывай на пути Господнем, следуй по этому пути, и Господь тебя обязательно выведет туда, где ты сможешь сказать: я в гармонии, я в том состоянии, которое можно назвать небеса. Слава Господу!